Связали мы нашу шапочку и связали мы все детали. Сейчас мы будем пришивать. Начнем мы с ушек. Чтобы пришить ушки, нам нужно определить серединку. Для этого мы складываем нашу шапочку вот так пополам. Смотрите, чтобы ушки совпадали. И отмечаем середину. Я вот так вот отмечу иголочкой. Все. Середину отметили. Сейчас мы с вами посчитаем ряды, как будем пришивать ушки. Вот отсчитываем. Вот где мы набирали петельки, не считаем. Считаем первый ряд, второй, третий. Мы будем пришивать ушко между третьим и четвертым рядом. Так, давайте я поставлю маркер. Так, раз, два, три. Вот сюда вот. Все. Иголочкой отметили. Теперь от серединки. Так. Где у нас? Вот середина была. Так. От серединки мы отсчитываем 10 столбиков. То есть у нас был первый ряд, второй, третий. То есть мы вот по этому ряду будем пришивать. Отсчитываем 10 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Сюда перемещаем иголочку. Вот сюда. Берем наше ушко. Так вот приставляем и закрепляем. Все. Ушко одно мы закрепили. Теперь вот этот вот нижний край ушка мы выводим на угол передней части нижнего уха. На глаз прикладываете. Вот смотрите, где-то вот так вот получилось. И закрепляете ушко. Или смотрите сами. То есть, может, как-то вы по-другому хотите пришить. Я показываю вам так, как пришиваю ушки я. Может, вы хотите поближе, может быть, подальше пришить. Берем иголочку с обычной швейной ниткой. Белую иголку и обычную нитку. И будем пришивать ушки. Выводим иголочку. Давайте ее сейчас вот сюда закрепим. О, узелок не сделала. Так, пришиваем аккуратненько. Вставляем вот сюда. По петелькам, где мы обшивали ушко, по низу пришиваем. Иголочку выводите вот сюда. А когда обратно, рядышком, чтобы швов не было видно. Рядом, когда выводите иголку, выводим вот в эту сторону. Вот. Вывели сюда. Теперь вставляем само ушко и выводим вниз. Вывели. Теперь тут рядышком выводим опять сюда. Можно убрать. Подтягивайте. Все. Вот так, видите, ниточки очень мало видно. Опять выводим с этой стороны. Опять захватываем ушко и выводим вниз. И вот так вот пришиваете. Можно пришить в одну сторону и сделать ряд еще в другую сторону, чтобы ушко у вас хорошо держалось. Все, пришивайте ушко самостоятельно.
Дошла вот я до конца ушка. Сейчас мы его закрепим. Вводите иголочку в ушко. Все, ушко подтягиваете. Иголочку снизу закрепляем нитку. Все, можно обрезать. Все, ушко пришито. Второе ушко пришиваете по такому же принципу. Также сверху отступаете 3 ряда и от середины 10 столбиков. И пришиваете второе ушко. Пришили мы ушки, теперь пришиваем глазки. Я вот уже их наметила, пристегнула иголочками. Сейчас я вам расскажу. Мы с вами посчитаем ряды. Смотрите, от глазки мы пришиваем. Вот у нас здесь серединка. Крючок. От серединки мы отступаем 3 столбика. 1, 2, 3 в одну сторону и 3 столбика в другую сторону. 1, 2, 3. То есть это у нас будет расстояние между глазками. Сами глазки снизу отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И между 7 и 8 рядом прикладываем глазки. Вот я один приложила и второй. Носик прикладываете посерединке между двумя глазками. Берем иголку обычную и обычную черную нитку. Вначале мы будем пришивать верх черной ниточкой, вот где мы обшивали, и низ белой ниткой. Вставляем иголочку и аккуратненько маленькими стежками начинаем пришивать. Все, также здесь иголочку выводите и рядышком ее обратно, чтобы наши стежки, неудобно маленько, не было видно. И маленькими стежками пришиваете. Все, пришиваете глазки самостоятельно черной ниткой. И когда пришьете черный, начнем пришивать белый. Пришила я верх глазка черной ниткой. Нитку можно вывести нам, наверное, так вот отсюда. Вот сюда можно в серединку вывести. Все, ее можно здесь закрепить, ее не будет видно. Вот и все. Все, черный пришили ниточкой. Сейчас мы начинаем низ пришивать белой ниткой. Также вводите иголочку. Так вот, наверное, лучше будет видно. И маленькими стежками, чтобы не было видно, пришиваете ниточкой. Все, глаз не натягивайте, вот как он есть, так и пришиваете. Пришиваете самостоятельно. Все, пришила я глазик. С этой стороны закрепляем ниточку. Все, нитку обрезаем.
Смотрите, глазик у нас получился выпуклый. Вы когда пришиваете, его не натягиваете. Давайте я вам покажу. Так, теперь пришиваете второй глазик по такому же принципу. И носик. Пришили мы глазки, носик. На одном глазике я уже вышила реснички. Второй мы будем с вами вышивать вместе. Вставляете черную ниточку в иголку. Иголочка вот у меня большая. Вставляем иголку посередине нашего глазика. Иголочку вот прям оттуда снизу вставляйте. Вот здесь хвостик оставьте, мы его потом спрячем. Сейчас вот так вот уберу. Отсчитываем вверх 3 ряда. Первый, второй, третий. И держим ориентир на верхний уголок нашего ушка. Вот так вот. Все, и вышиваем первую ресничку. Так, теперь вышиваем вторую, отступаем немножко. Также снизу заводим иголочку и параллельно этой ресничке вышиваем вторую. Иголочку вставляем уже на ряд ниже. Так, вот у нас получилась вторая. Также опять приблизительно, чтобы одинаковое было расстояние, вставляем иголку. И опять на один ряд ниже параллельно ложите и выводим. Так, вот у нас получилась третья. И еще 2. Так, также на один ряд. Вот они идут параллельно и меньше на один ряд каждая ресничка получается. Параллельно положу. Так, и еще одну. Это у нас будет совсем маленькая. Вставлю, чтобы ровненько получилось. Смотрите, если с первого раза не получается, всегда можно распустить и сделать по-новому. Так, все. Реснички мы вышили. Иголочку выводим в серединку глаза. Так вот. Это у нас одна получилась. Один конец нитки. И второй мы тоже выведем же сюда же. Так, обрезаем. Из серединки не будет видно. И эту также ниточку вставляете в иголку и выводите. Сейчас я вставлю. Все. Так, и также вот сюда в серединку выводим. Все. И обрезаем. Ну вот, смотрите, наши реснички получились. Теперь мы с вами будем вышивать усики. Я вот с одной стороны уже вышила, с этой стороны мы будем с вами вышивать вместе.
от середины носика отсчитываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводим иголочку. Хвостик оставляем, потом завяжем его. Теперь отсчитываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вставляем иголку. Так, все, вставили. Так, теперь опять же сюда же выводим иголочку. Отсчитываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И выводим иголочку вот в следующий ряд. Вот так вот. Все. Опять вставляем иголочку на начало уса нашего. Опять отсчитываем 6 столбиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вставляем иголочку. Так, вот так вот. Так, еще раз мы вот, где у нас хвостик, он, сюда вставляем. Так, чтобы не запуталось. Так, все, и выводим иголочку вниз. И завязываем здесь узелочек. Так, иголочку, нитку я обрежу. Все, и затягивайте. Нитку обрезаем. Ну вот и все. Наши усики готовы. Переходим мы теперь к вышивке ротика. Вставляем иголку и выводим вниз носика. Отсчитываем 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И выводим иголку вниз. Здесь мы формируем наш ротик. То есть смотрите на свое усмотрение. Вот так вот. Вот смотрите. Иголочку мы пока не обрежем, не будем обрезать нитку. Сейчас нам наш ротик нужно пришить. Вот возьмите обычную швейную иголку, нитку, и по верху сейчас вот этой нитки мы будем закреплять большими стежками. Не делайте. Сейчас я вам разверну. И когда иголочку на внутреннюю сторону выводите, то есть большие шажки не делайте, чтобы с той стороны у нас не было сильно видно нитки, чтобы было красиво и с этой, и с той стороны. А так вообще, смотрите, вышивайте глазки, ой, не глазки, реснички, усики. То есть как вам нравится. На свое усмотрение. Можете еще что-то, какой-то дизайн придумать. Еще чем-то дополнить. Вот. Ну, вроде как красиво получается и ровненько. Мы с вами вот одну сторону пришьем.
закрепим ниточку. Так. Ну вот она, тут еще мы подровняем ее. Так вот. Так, иголочку я вывела сюда. Нитку обрезаю. И вот этот хвостик аккуратненько закрепляем. Так вот его. Он у нас не болтался. Все, в принципе, достаточно. Делаем узелок. Все, и обрезаем нитку. Все, наш ротик готов. Второй вышивайте сами. Нам осталось сделать завязочки. Набираем нитки для завязок. Я взяла нитки голубого и белого цвета. 4 голубых и 3 белых. Общая длина ниточек в сложенном состоянии 90 сантиметров. Так, сейчас мы будем наши ниточки ищем серединку нашего ушка и вытаскиваем ниточки. Сейчас я возьму вот нитки. Вот их лучше вот так вот скрутить и крючком вытаскиваем в петельку. Так, выравниваем, чтобы у нас я выровняла, чтобы они были одинаковые с обоих сторон. Далее мы будем просто заплетать косичку. Делим на 3 части. Так, 1, 2, так, 3. Сейчас посчитаем, сколько у нас получилось всего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Давайте по 5. 1, 2, 3, 4, 5 сюда. 5 с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот с этой стороны. И 4 останется. И начинаем заплетать обычную косичку. Туго не заплетайте, чтобы вязочки были мягкие, чтобы ребенку ничего нигде не давило. Все, и до нужной длины заплетайте. Сейчас я тоже доплету до конца и скажу, сколько сантиметров у меня получится. Все, плетите самостоятельно. Сделала я завязочки. У меня еще остались ниточки. Ниточки я взяла с запасом. Смотрите сами. То есть можете побольше взять, можете поменьше длину ниток. Длина завязочек у меня получилась 40 сантиметров. В конце я завязала на узелок и обрежу, оставлю вот здесь вот ниточки. Длину обрежу. Наверное, вот так вот. Чтобы бахромушки висели. Ну вот, разровнять их. Все, эти ниточки мы убираем. Вторую завязочку делайте самостоятельно. Вот мы и закончили вязать нашу шапочку. Вот такой замечательный комплект у нас получился. Я рада, что вы вязали вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Веселых и легких вам петелек!